Мир справится со своим мнением сам. Меня вообще не смущала эта ткань на лицах в картине Рене Магрита «Влюбленные». Я вижу здесь внутренний конфликт между желанием быть ближе, быть принятой и потребностью в дистанцировании. Конфликт между собой настоящий и собой удобный. Полгода назад я осознала, насколько сильно мимикрировала под свое окружение, чтобы быть в нем принятой и понятной, удобной в общении, поддерживая чужие интересы. Да, я везде быстро вливалась в новые команды и места, своя в доску. И если в работе это еще было полезно, то в личной жизни сильно нет. Ведь спустя время моя суть рвалась так или иначе наружу. И возникало ощущение обмана, что я оказывалась какой-то другой, более сложной, глубокой, философской, непонятной, неудобной. 3 года назад привычный механизм действия дал сбой. Я встретила одного из самых важных людей в моей жизни, в общении с которым я была другой. Он взломал мой внутренний код защиты. Мой внутренний наблюдатель перестал быть мне нужным. Я перестала контролировать свои реакции и мысли, слова и желания. Впервые за многие годы я была собой без условий, но была такой только с этим человеком. Но спустя какое-то время я начала улавливать даже в теле моменты, когда то, что и как я говорю или делаю, не соответствует больше мне. Это как если бы я начала видеть себя со стороны. То есть я начала замечать момент, когда механизм защиты этой мимикрии срабатывал. Я не могла его быстро блокировать. В том окружении, которое уже есть, это трудно. Иногда я думаю о том, что мне бы хотелось попасть в комнату, где вокруг такие вот важные люди, как тот человек, с которыми я бы не мимикрировала на автопилоте, а была собой. Прошло почти 3 года, и недавно пережитая утрата окончательно снесла этот механизм защиты. Я начала больше быть той, кто уже не ищет, чтобы ее поняли или одобрили. Я поняла, что мне не нужно искать комнату с важными людьми. Можно просто открыть двери своей. И я открыла. А мир сам справится со своим мнением о ней.